Прямо сейчас на наших с вами глазах переписывается история. Ее приукрашивают, фальсифицируют, а неудобные факты даже замалчивают. Власти выдумывают легенды об убийцах с горячим сердцем и холодными руками, о богоизбранном народе, который не оккупирует чужие территории, но освобождает, не убивает мирных жителей других стран, но спасает их. Зачем все это? В последние лет 10 битва за то, что российские власти называют исторической правдой, стала основой кремлевской идеологии. С каждым годом правления Владимира Путина эта война за историю становилась все более агрессивной, пока не заполнила собой практически всю и внутреннюю, и внешнюю политику страны. И в итоге привела к самой страшной войне в Европе со времен Второй мировой. Инициативы по исправлению истории множатся, архивы наглухо закрываются, чтобы никто, не дай бог, не узнал правду. Фальсификации становятся все более абсурдными. И вот уже Путин, развязавший войну против Украины, сравнивает сам себя с Петром I и одновременно как бы продолжает давно законченную Великую Отечественную войну. Только теперь в его голове, а также на экранах пропагандистских каналов. Она ведется не против гитлеровцев, а против уже выдуманных каких-то укронацистов. Как российские власти и вместе с ними вся наша страна, перекраивая историю, дошли до массового уничтожения людей? И что грозит в России тем, кто осмеливается идти против придуманного властями толкования прошлого? Об этом наш сегодняшний разбор. С вами Павел Коныгин, и каждую неделю я делаю для вас разборы об истории, политике, да и просто жизни вокруг. Подписывайтесь на канал «Продолжение следует» в Ютубе и Телеграме, а также смотрите нас в эфире «Дождя» и читайте на сайте проследует.медиа. Путин начал регулярно использовать героические страницы прошлого в целях воспитания удобного для него народа, где-то начиная с 2009 года, когда президентское кресло ему прогревал Дмитрий Медведев. Этот тогда еще как бы западно ориентированный и либеральный президент в 2009 году своим указом создал первый репрессивно-консультативный орган по правильной трактовке истории и поиску неправильной. Назывался этот орган «Комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России». Подчеркивался и особый статус этой комиссии. Она работала при президенте Российской Федерации, а возглавлял ее тогда глава администрации Сергей Нарышкин. И вот на одном из первых заседаний этой комиссии Нарышкин сказал, что целью ревизионистов, как внутри страны, так и за рубежом, является пересмотр геополитических итогов Второй мировой войны. Так было задано основное направление битвы за историю. Позже место этой комиссии заняли Российское историческое общество под началом того же Нарышкина и Российское военно-историческое общество, главой которого назначили другого известного создателя современных легенд и мифов России, тогдашнего министра культуры, а сейчас помощника президента РФ Владимира Мединского. Господин Мединский – фигура вообще очень любопытная. В 2017 году сообщество Диссернет требовало лишить министра степени доктора исторических наук, так как содержание его диссертации по истории не выдерживало никакой критики. Работа была крайне неглубокой, а эксперты обнаружили в тексте расхождение с реальными фактами и избирательную работу с источниками. Под вопросом оказался и факт самой защиты диссертации. Эксперты никак не могли найти никаких тому упоминаний. Тем не менее, власти своего бойца мифотворческого фронта так и не сдали. Звание доктора он для себя сохранил, хотя порой, слушая некоторые заявления бывшего министра культуры, кажется, что вызывать доктора нужно ему самому. Я обычно говорю то, что думаю. Это плохо. Сам Путин тоже еще тот историк. Причем как в смысле знания истории, так и в смысле принципиальности в вопросе ее защиты. В 2009 году в статье для польского издания газета «Выборча» он писал: «Безо всяких сомнений можно с полным основанием осудить пакт Молотова-Риббентропа». Но уже в 2020 году в статье, опубликованной в американском журнале The National Interest, Путин уже утверждал обратное, заявляя, что альтернативы пакту не было и отрицая ответственность советской страны в развязывании Второй мировой войны. Такую же переменчивость позиции он продемонстрировал и по вопросу трагедии в Катынском лесу, где в 1940 году советские чекисты расстреляли почти 22 тысячи польских офицеров.
В 2010 году Путин встал на колени перед памятником убитым полякам, называл произошедшее преступлением тоталитаризма. Сказал, десятилетиями циничной лжи пытались замарать правду о катынских расстрелах. В том же году Госдума приняла и заявление о катынской трагедии и ее жертвах, признающее, что катынское преступление было совершено по прямому указанию Сталина и других советских руководителей. Но время шло, удерживать власть, очевидно, было все труднее, и в 2020 году Госдума назвала позорным свое же заявление от 2010 года и предложила его отменить. Тогда же Российское военно-историческое общество, созданное Путиным, провело конференцию, участники которой объявили, что Советский Союз никак не может нести ответственность за катынский расстрел. А когда историк, составитель книги «Убитый в Катыни» Александр Гурьянов написал организаторам письмо с протестом, ему и вовсе пригрозили преследованием по уголовной статье, наказывающей за реабилитацию нацизма. Вот такая научная дискуссия вышла. Решение о создании нового подразделения в Следственном комитете было принято на фоне продолжающихся попыток реабилитации нацизма, в том числе искажения роли нашей страны в победе над фашизмом. К слову, это самая главная карательная статья для тех, кто осмеливается оспаривать путинскую версию российской истории. После принятия поправок в Конституцию, которые в России, подчиняясь воле лидера, были приняты в буквальном смысле на пеньках, в 2020 году ненаучный, но правильный подход к истории фактически прописан уже в основном законе России. В этих поправках заявлено, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Для нормального историка, да и для юриста, закрепленное в Конституции понятие «историческая правда» – это бред, это абсурд. История ведь это не догма, а живая наука. Ее исследование никогда не прекращается. Ученые открывают новые источники, обнаруживают неизвестные доселе факты. Так что историческая наука – это предмет постоянных дискуссий, а понятие «историческая правда» как бы отменяет возможность и дискуссии, и научного поиска, не говоря уже о том, что кремлевские идеологи хитро подменяют понятие «факт» обтекаемым словом «правда». Над таким можно только плакать или смеяться, но безопаснее, с точки зрения нынешнего российского УК, конечно, не делать ни того, ни другого. Но почему российский диктатор взялся за историю? Почему вообще все диктаторы стремятся перекроить прошлое под себя? Ответ тут очень прост. Присвоение истории – это удобный и простой способ манипулирования сознанием масс. Вылепив свой собственный удобный образ прошлого, Путин решал и решает сразу несколько важных для него задач. Во-первых, подсвечиваемый лучами героического прошлого страны, он сам как бы увеличивается в масштабах. Ведь мало когда подполковник КГБ в отставке выглядел таким важным и весомым, как на парадах ко Дню Победы и шествиях бессмертного полка. Правда, в последние годы это все больше было похоже на домашний театр, выступление перед своей российской публикой, поскольку на фоне войны в Донбассе все меньше и меньше иностранных лидеров приезжало полюбоваться этим триумфом, украденным у нищих ветеранов. Приближается светлый праздник Победы, 70-летие. Но многие лидеры не приедут на наш праздник, не приедут в Москву. Может быть, и не стоит обращать на это внимание. Но не приедут, не приедут. Но в конце концов, это наш праздник, это наша победа. Кто-то сам не хочет, допускаю. А кому-то не разрешают из Вашингтонского обкома. Говорят, нельзя. Но ведь и на своих надо производить впечатление. Все это бесконечное обсуждение героических страниц прошлого пробуждает в народе приятное успокоительное чувство гордости и отвлекает от реальных проблем, от бедности, плохих тротуаров и детских садов, от хамства чиновников и произвола полиции. Отвлекает и от коррупции, за масштабы которой и самого Путина, и всю его властную вертикаль при воспеваемом ими Советском Союзе уже давно подвели бы под высшую меру наказания. Отсюда вытекает еще одна вполне прикладная функция этой новой перекроенной истории. Власти активно используют несогласие с ней в качестве удобного предлога для репрессий. Например, в 2017 году координатор Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков разместил в соцсетях коллаж с изображением статуи Родина-Мать с лицом, залитым зеленкой. Так он пытался привлечь внимание к нападениям провластных штурмовиков на своего соратника Алексея Навального и других оппозиционеров. Но в этой ситуации на самого Волкова завели уголовное дело об осквернении символа воинской славы России. Да и самому Алексею Навальному, как мы помним, один из уголовных приговоров вынесли за так называемую клевету на ветерана.
Таким образом, Кремль пытался замарать оппозиционера в глазах общественности, мол, покусился на самое святое – честь и достоинство участника Великой Отечественной войны. Но, думаю, главная цель присвоения Путиным истории – это создание мифа о том, что так называемый коллективный Запад неотступно и постоянно гадит России. Спит и видит, как бы ее захватить и бесплатно воспользоваться ее природными богатствами. Для кремлевских это очень полезный миф. Он создает образ России как осажденной крепости. Кстати, этот образ активно и очень удачно использовался и в Советском Союзе. Как бы мы в кольце врагов. Ведь когда кругом неприятель, все должны сплотиться вокруг лидера нации и принять идею «нет Путина, нет России». А кто не принял, тот враг народа, пятая колонна и иностранный агент. После начатого 24 февраля вторжения в Украину Путин, его окружение и пропаганда, ссылаясь, например, Великой Отечественной, уже без устали проталкивают идею жертвенной гибели за Родину. Причем точно так же, как и советская власть, не считаются с людскими потерями. И люди гибнут. Гибнут за этот фальшивый образ Родины, за дворец в Геленджике, за чужие миллиарды, за Ковальчуков с Ротенбергами, за Дмитрия Медведева и прочих исторических великанов. Чтобы вдохновить россиян на убийство украинцев, пропагандист Соловьев рассуждает о переоцененности жизни. А сам Путин цитирует согнанным на стадион Лужники бюджетникам священное писание, утверждая, что нет большего счастья, чем умереть в бою за друзей своих. А матери убитого в Украине жителя оккупированной Луганской области рассказывает о том, что лучше умереть так, чем в ДТП или от водки. В своем поздравлении российскому историческому обществу в связи с его десятилетием Путин хвалит этот орган за то, что он поддерживает войну, которая ведется против Украины, отмечая при этом его приверженность исторической правде и одновременно твердую патриотическую позицию. И вот мы видим, как одно без другого в диктаторской России просто не живет. Всякая правда отменяется, если мешает демонстрации патриотической позиции. А высшее проявление патриотизма в понимании Кремля – это кровопролитная война за чужие территории с целью их насильственного присоединения к брошенной и неухоженной России. В последний раз с такой целью войну в Европе вел Адольф Гитлер. Войну против соседней страны Путину показалось важным не только подкрепить льющейся с российских госканалов антиукраинской пропагандой, но и подвести под нее и псевдонаучный фундамент. Летом 2021 года российский диктатор опубликовал очередную некорректную с исторической точки зрения, но программную для себя статью об историческом единстве русских и украинцев. В ней Украине отказано в исторической субъектности. Страна представлена искусственным образованием, созданным по прихоти Ленина, названа оплотом антироссии. Землей, где русских людей, цитата, заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия – их враг. В итоге, присвоив и исказив прошлое соседнего государства, Путин посчитал себя вправе начать войну с тем, чтобы убить настоящее и будущее Украины, попутно пытаясь обманывать о ее настоящем, называя украинцев, защищающих свою страну, неонацистами. Уже в первые дни войны сотни ученых из многих стран мира, занимающихся изучением истории геноцида, нацизма и Второй мировой войны, опубликовали открытое письмо, в котором осудили манипуляцию хозяина Кремля и попытки приравнять украинское государство к нацистскому режиму для того, чтобы оправдать неспровоцированную агрессию. Но адресатам, конечно, плевать на такие письма. И чтобы люди лучше верили в то, что в Украине россиянам противостоят выдуманные нацисты-наркоманы, пропаганда распространяет фейковые фотографии украинских военных с нацистской символикой, с портретами Гитлера и книжками «Mein Kampf», аккуратно оставленными на боевых позициях. В это время Путин, наверное, видит себя не иначе, как медным всадником. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять, говорит он, сравнивая себя почему-то с Петром Великим. Да, а как? Так и есть. Мифологизация, которую, безусловно, можно назвать одним из видов переписывания истории, лежит в самом основании нынешнего режима власти. Вспомним, как с первых лет восхождения Владимира Путина с 1999 года переписывалась история и образ преемника. Сначала из неприметного подполковника КГБ создали былинного героя, который мочит террориста в сортире. В аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно.
и подали в этом образе народу в качестве президента. А потом в течение всего времени его правления пропаганда активно надувала эту фигуру, накачивала этого среднего чиновника значительностью государственного деятеля мирового масштаба и успешно продавала это народу за смешную цену в виде крошек от нефтегазового пирога, большая часть которого, конечно, доставалась друзьям самого подполковника. На эту уловку купились, и часто в самом прямом смысле, то есть купились за деньги, как, например, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер и многие иностранные политики первого ранга. В итоге экс-подполковник КГБ, похоже, и сам поверил в свою значительность и безнаказанность, в свое историческое предназначение, что развязал войну против некогда братского народа Украины и уничтожил будущее России на долгие годы вперед. И пока еще пропаганде, судя по всему, удается продавать это злое безумие как противостояние бездуховному НАТО. Ведь если бы мы не напали первыми, НАТО само напало бы на Россию, выпило бы всю нашу нефть, вынюхало бы весь наш газ и собрало бы весь генетический материал нашего народа. По сути, это та же самая живучая концепция, на которой держалась и власть Иосифа Сталина, который загубил миллионы жизней ради сохранения собственного кресла. Не случайно именно при Путине реабилитация сталинизма достигла невиданных со времен разоблачения культа личности масштабов. Он сам прямо говорил об этом. Жаловался режиссеру Оливеру Стоуну на то, что излишняя демонизация Сталина – это один из способов, один из путей атаки на Советский Союз и Россию. И вот по сталинским лекалам Путин и перекраивает историю, параллельно закрывая архивы спецслужб аж до 2044 года. Исторической пропагандой теперь опыляются все слои общества, от Путина-бабушек до школьников. Не пощадили даже самых маленьких. Историческое просвещение в школах теперь будет начинаться с 1 класса. В идеологическом программировании школоты властям помогают учебники единого образца. И вот там положительные факты из истории страны подтасованы и приукрашены, а страшные, которые на самом деле преобладают, выброшены или переписаны. Про ту же войну в Чечне в конце 90-х, про тотальные репрессии в 30-е и 40-е, и тот же самый пакт Молотова-Риббентропа, например. Собираются переписать главы и о бессмысленной войне в Афганистане. В 2014 году Российское историческое общество объявило конкурс на написание новых правильных учебников истории. В них, среди прочего, должно содержаться утверждение, что Советский Союз вступил во Вторую мировую войну 22 июня 1941 года, а не 1 сентября 1939 года, разделив Польшу с Гитлером, как было на самом деле. Группа отчаянных и верных науке историков призывала своих коллег бойкотировать создание линейки единых учебников. Просим вас решиться на этот гражданский шаг, несмотря на карьерные потери и гнев начальства, говорилось в их письме, но никто не решился. И вот с 2015 года российские школьники учат историю по учебникам и методичкам, в которых содержатся, например, такие главы: построение вертикали власти и гражданское общество и внешнеполитический курс Владимира Путина, постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. А недавно пришла новость о том, что Владимир Мединский возглавил группу по созданию обновленных единых учебников по истории и всеобщей истории. Министр просвещения Кравцов отметил, что это делается с учетом исторических событий, которые произошли в этом году. Министр сказал, что в учебниках будет и начало так называемой специальной военной операции и вхождение в состав России, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также беспрецедентное санкционное давление. Россия – это одна из стран, где было выдумано наибольшее количество законов, подавляющих свободу выражения мнений по историческим вопросам. Так говорится в докладе Международной Федерации за права человека. Невозможно сейчас быстро перечислить всех осужденных по историческим административным статьям. Достаточно отметить, что Кремль уничтожил самую главную организацию по поиску и сохранению исторической памяти – это мемориал. История – это не субстанция, подвешенная в воздухе. Из прошлого неизменно произрастает будущее. Из извращенного прошлого произрастает уродливое, искореженное будущее. И новая версия истории, придуманная нынешней властью, как бы задает и новый образ будущего, соответствующего этой истории. Этот образ пугающий. Россия в нем глубоко покорная, патриархальная страна, победившая весь мир. Или уничтоженная. Вдумайтесь в это. В попытке защитить выдуманное прошлое эти люди готовы уничтожить будущее, страну, да и всю планету. А мы с вами твердо уверены, что нам нужна эта великая Россия, готовая умереть.
но не признавать своих ошибок. Продолжение следует.